Я переезжала 17 раз. Я переезжал 11 раз. Как же я замучилась таскать за собой эти вещи. Если вы живете на чемоданах или снимаете квартиру, наверняка у вас тоже есть вещи, купленные просто подешевле, чтобы было, и теперь они катаются с вами с квартиры на квартиру. И мы не исключение. У нас тоже много таких вещей, и сегодня мы переделаем одну из них. Меня зовут Аня. И Антон. Вы на канале Диу-Диу. Начнем, пожалуй. Герой сегодняшнего выпуска – самая обыкновенная тумбочка из самого дешевого ЛДСП. Мы брали ее с рук рублей за 200, когда жили еще на одной из съемных квартир. У нашего экземпляра есть сквозные отверстия в крышке, некоторые сколы покрытия, а в остальном ничего примечательного. Мы планируем полностью ее переделать. Будем менять форму, цвет, высоту, покрытие. Ну и замахнемся на одно дизайнерское решение, которое нам приглянулось. Пока мы ее разбираем и шлифуем, расскажу немного подробнее о нашей амбициозной задумке. Обычно в начале наших видео мы не показываем вам, что мы будем делать. Не потому, что мы такие загадочные, а потому что в большинстве случаев в нашей переделке процентов на 50 импровизация. И наш результат зачастую может вообще не соответствовать тому, что изначально мы планировали делать. Но сегодня, вне зависимости от результата, мы решили этот образец показать, потому что переделка должна быть интересной. Мы собрали идей и выбрали для реализации одну из них. Она не самая простая в исполнении, но она больше всех нам понравилась и точно впишется в наш интерьер. Но есть нюанс. Эта тумбочка явно не из ЛДСП, а благородными породами дерева мы не располагаем, поэтому будем отталкиваться от того, что доступно. Сначала для оформления фасадов мы планировали использовать мебельную деревянную ногу из хвойных пород. Просто ее нарезать как колбаску, этим квадратным блоком придать живую фактуру и готово. Выглядело бы это примерно так. Мы решили, что это не подходит. Несколько квадратов такой фактуры хорошо бы разбавили общий вид, но в массе это слишком пестро. Ситуация усложнилась, и мы начали думать, из чего изготовить фрагменты с продольным срезом дерева. Среди вариантов были мебельный щит, но там слишком большая толщина от 1,5 см, да и это не очень бюджетно. Потом мы накопали сосновые деревяшки от обрешетки посылки, нам их хватало идеально. Бесплатность и фактура материала нас устраивали, но толщина была такая же, как у щита. И тут мы вспомнили про фанеру, которую нашли под старым ламинатом во время ремонта нашего кабинета. Кто не смотрел, ссылочка будет в описании. Ранее мы уже изготовили из нее целый столик на колесиках. Путем расчетов и вычислений выяснили, что оптимальным размером квадратных элементов для нашей тумбочки будет квадрат со стороной 8 см. Размечаем дверцы, перепроверяем, переносим размеры на фанеру и распиливаем лобзиком. Для начала делаем предварительную раскладку. Для лицевой стороны выбираем самые интересные фактуры с затемнениями и древесными узорами. Лобзиком мы срезали все лишнее, шлифмашинкой скруглили края и углы и пяточкой шлифмашинки прошлифовываем мягкий волнообразный рельеф. Вот что получилось. Сейчас мы расположили эти квадраты в том порядке, в котором они будут у нас выставляться уже на готовые дверцы, и мы их будем закреплять. Но чтобы закрепить эти квадраты, нам необходимо подготовить поверхность. Подготовка будет в себя включать частичное шпанирование, частичное окрашивание, ну и предварительную грунтовку, которой мы сейчас и займемся. Квадратики мы сейчас переместим в этом же порядке в безопасное место и приступим к грунтовке. Мы решили немного изменить форму тумбочки, уменьшить ее высоту за счет этого блока. Мы решили, что он тут лишний, поэтому лобзиком убираем высоту. Внутренняя часть тумбочки у нас будет окрашена, поэтому обезжириваем, наносим адгезионный грунт на внутренние стороны деталей. Сначала тумбочку внутри мы хотели покрасить в черный, но в самый последний момент решили добавить немного изюма, нашли вот такую картинку и взяли терракотовую алкидную эмаль. Цвет просто шикарный, густой, насыщенный. Красили в 2 слоя с промежуточными шлифовкой и обезжириванием. На самом деле хватило бы даже одного слоя, так как алкидные эмали очень укрывистые, цвет ложится плотно. Когда покрытие высохло, покрываем в 2 слоя полуматовым лаком.
В этом выпуске мы опробуем то, что кажется нам заведомо очень сложным. Мы будем клеить шпон на ЛДСП. Чтобы хотя бы примерно был понятен наш уровень познаний в шпонировании, достаточно упомянуть лишь тот факт, что когда мы начали работать над этой тумбочкой, мы даже не могли понять, это шпон такой или это ЛДСП так выглядит. Когда мы уже начали шлифовать, нам уже стало понятно, что это точно не шпон. И мы приняли волевое решение освоить эту технологию. Разобраться в вопросах выбора клея, ножей, шпона и заказали шпон сосны. Мы посчитали лишним заморачиваться с идеальностью совмещения рисунка шпона. Поэтому шпон нарезаем для каждой стороны с небольшим запасом. На ширину тумбочки пойдет по 3 полосы шпона. Далее находим хорошие стыки, совмещаем между собой и проклеиваем гумиркой. Сквозные отверстия в крышке мы предварительно зашпаклевали, поэтому шлифуем и обезжириваем под шпон. Мы будем работать контактным клеем. Это значит, что две поверхности под склеивание нам необходимо тонким слоем им промазать. Далее даем подсохнуть 5-7 минут, проверяем на отлип, и если клей схватился, можем накладывать шпон на крышку. Крайне важно иметь в виду, что цена ошибки велика. Если шпон лег на поверхность, клей схватится моментально, и исправить ситуацию без ущерба шпону будет крайне сложно. Поэтому мы никуда не торопимся, все делаем не спеша и максимально аккуратно. Прилагая усилия, раскатываем шпон специальным валиком и повторяем это с боковыми стенками. Ножом-пером срезаем лишний шпон по краям. Лучше оставлять запас примерно в 1 мм и сошлифовать его мягкой наждачкой, чем срезать больше, чем нужно, и судорожно искать решение. Проверено на нашем опыте. Первый опыт считаем успешным, крышку мы поклеили, теперь дело за малым. По той же стороне обклеить бортики боковых сторон и нижней части тумбочки, плюс дверцы с внутренней стороны. Так из ЛДСП мы сделали мебельный щит. Забавно вышло. И мы добрались таки до квадратиков. Обезжириваем и начинаем экспериментировать. Перед тем, как придать цвет нашей тумбочке, давайте вспомним образец. В цвете дерева тумбочки с образца мы наблюдаем несколько темных и светлых оттенков: красных, серых, коричневых и так далее. Мы тоже добавим цвета, создав акварельные пятна морилкой нескольких цветов. Берем цвет каберне, берем цвет светлый орех, а сверху для объединения одной темы покроем тем же самым маслом, что и каркас тумбочки. Что из этого выйдет, мы пока совершенно не знаем, потому что работаем совершенно с другой фактурой, а точнее с бесплатной фанерой из-под старого ламината. Но, надеюсь, у нас что-то получится. Дальше мы прорезали отверстия под мебельные петли и мягкой наждачкой зашлифовали их по периметру. Все поверхности, покрытые шпоном, шлифуем на средней скорости. В первую очередь шлифуем дверцы, так как с ними гораздо больше задач. Края и углы мы побоялись трогать машинкой и поэтому прошлись вручную мягкой наждачкой. После обезжиривания покрываем маслом с воском для дерева в цвет графит. Этим же цветом мы покрывали финально квадраты для декорирования дверей. Хлопчатобумажной тканью круговыми движениями втираю, даю впитаться около 5 минут и излишки убираю чистой безворсовой тканью. Покрывали с промежуточной просушкой в 2 слоя все поверхности. И, наконец, долгожданное оформление дверей. Для начала сделаем дежурную раскладку, в процессе которой мы сможем внести финальные правки, какие-то элементы поменять местами или перевернуть. Закрепляем квадратики мы на жидкие гвозди. Пока Антон вам демонстрирует ножки, из которых мы выбираем, я шпаклевкой заполняю места склейки квадратиков с дверцами. По мере высыхания шпаклевки шлифую боковинки. В качестве финишного слоя прозрачным маслом с твердым воском покрываем все детали под шпоном и морилкой, плюс фасады дверей. С ножками мы определились довольно быстро. Подумали, что эти буковые конусообразные будут смотреться более утонченно. Готовим их, шлифуем, обезжириваем и покрываем воском в цвет графит. Делаем разметку под ножки и как только масло высохло, закрепляем их. Возможно, мы слишком в себя поверили или по неопытности мы допустили несколько косяков.
В целом ничего криминального и критичного, все исправимо, но на все исправления у нас ушло около дня. Начало косякам было положено, когда у нас задержалась доставка шпона. Мы решили времени зря не терять и подумали, почему бы нам не покрасить то, что мы планировали красить. И покрасили. Сначала дверцы не в тот цвет, который нужно. Конечно, пришлось исправлять, но это еще не самое страшное. Самым нелогичным и неприятным оказалось в целом решение красить до поклейки шпона и установки ножек. Потому что установка ножек, как правило, подразумевает сверление нижней части и, как следствие, повреждение окрашенной поверхности. Почему-то мы об этом не подумали. Ну а контактный клей для поклейки шпона оказался то еще гремучей смесью. Он просто разъел краску на крышке, точнее алкидную эмаль для наружных работ. Остальные детали нам удалось спасти от этой участи, ну а крышку и дно после установки ножек нам, конечно же, пришлось дошлифовывать, дошпаклевывать, докрашивать и заново покрывать лаком. Выводы сделаны, опыт получен, ну а мы, тем не менее, на финишной прямой. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Тумбочку мы собрали на ту же самую фурнитуру. Единственное, что мы скорректировали, это глубину установки мебельных петель из-за того, что дверцы стали толще. При установке мы их подвинули глубже, просверлили новые отверстия и заново отрегулировали. Глядя на до-после, мы считаем, что переделка удалась. Мы довольны результатом. Нам даже не верится, что добиться такого эффекта нам удалось из бесплатной фанеры. Мы очень старались, поэтому мы будем рады, если вы поддержите наш видеоролик активностью. Делитесь вашим мнением о переделке в комментариях. И по традиции, вопросы, предложения и пожелания пишите в комментариях, мы на все ответим. До новых встреч, скоро увидимся.